Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня связать вот такой красивый сетчатый узор. Узор двухсторонний, но с изнаночной стороны сетка получается совершенно другая. Посмотрите, я даже не решусь сказать, какая мне больше нравится, с какой стороны. Мне даже с изнанки больше нравится. Чем мне нравится вот именно эта сетка? Она держит форму, она вот не хлипкая такая вот. Узор очень легкий, схемы к нему нет. Нужно запомнить всего 2 лицевых ряда, потому что изнаночные ряды вяжутся изнаночными петлями, и узор состоит всего из 4 рядов. Раппорт узора составляет 3 петли плюс 1 петля для симметрии узора. Это если вязать поворотными рядами. Если вязать по кругу, то раппорт узора 3 петли. 1 петлю для симметрии узора вязать не надо. Итак, давайте приступим. Мы с вами свяжем один раппорт поворотными рядами. Набираем на спицы 15 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И я предлагаю связать один ряд установочный. Он не будет входить в раппорт узора. Мы свяжем его изнаночными петлями. Он будет служить для подготовки к узору, и удобнее будет начинать узор вязать, когда уже первый ряд провязан. Вот, мы провязали первый ряд, он в раппорт узора не входит. Первый ряд узора. Снимаем кромочную петлю и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Вот так. Провязываем. Петли не снимаем с левой спицы, вернее, снимаем петли с левой спицы таким образом. Вот первую петлю сняли, а вторую петлю мы разворачиваем. И дальше я разворачиваю первую петлю на левой спице. Те, кто вяжет классикой, первая петля на левой спице, разворачивать не надо первую петлю. Разворачиваем первую петлю на левой спице. Переносим туда развернутую вторую петлю с правой спицы и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Получилось так, что мы из 3 петель вывязали 2. Далее делаем накид. И повторяем так, это вот раппорт узора, 3 петли. И повторяем так до конца ряда. 2 петли провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, вот за задние стенки. Затем оставляем вторую петлю на левой спице, разворачиваем ее и провязываем вместе с первой петлей на левой спице 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. Еще раз показываю. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем снимаем первую петлю. Вторую петлю из этих провязанных мы разворачиваем. Разворачиваем следующую петлю на левой спице. Возвращаем первую петлю и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. И еще раз так провязываем. Из 3 петель вот таким особым способом мы вывязываем 2 и делаем накид. И вот у нас последняя петля, это петля для симметрии узора. В конце ряда мы провязываем ее лицевой. Во втором изнаночном ряду мы все петли провязываем изнаночными.
третьем лицевом ряду узор смещается на одну петлю. Сразу после кромочной провязываем одну лицевую. Вот эта петля для симметрии узора. И далее начинается раппорт узора. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, вторую петлю оставляем, разворачиваем и провязываем вместе со следующей петлей с левой спицы 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, вторую петлю вместе со следующей петлей на левой спице провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и повторяем так до конца ряда. И заканчиваем кромочной петлей. Если в первом ряду мы провязывали из 3 петель, вывязывали 2, потом делали накид, то в третьем ряду мы сначала делаем накид, а потом вывязываем из 3 петель 2. В четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот мы провязали 1 раппорт в высоту и 3 раппорта в ширину. Я думаю, что вам понятно, дальше вязать не надо. Следующий раппорт начинается вязание с первого ряда и с 1 по 4 ряд повторяется. Согласитесь, что узор симпатичный, легкий и сейчас летом очень актуальный. А если учесть, что он еще и двухсторонний, то ему вообще нету цены. Ставьте лайк, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете, все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!